Среди хаоса шумного рынка 5-летней девочки попалась на глаза брошенная немецкая овчарка. Он явно недолюблен и грустит по этому поводу, и она умоляет свою маму позволить ей спасти его. То, что собака делает дальше, просто невероятно. В одну из солнечных суббот, когда 5-летняя Эмма вместе с родителями бродила по местному рынку, ее взгляд привлек массивный кобель немецкой овчарки, прикованный цепью к столбу возле углового ларька. Ее мать Евгения проследила за лицом Эммы и увидела, в каком состоянии находится собака. Она вздохнула. Она знала, как чутко ее дочь относится к животным, попавшим в беду. «Хорошо, милая, пойдем посмотрим на него, но держись поближе», — сказала она. Когда они подошли, Эмма опустилась на колени в нескольких метрах от них. «Привет, мальчик», — мягко сказала она, протягивая руку. Пес настороженно принюхался к воздуху, его уши слегка приподнялись. Эмма подошла ближе. «Ты выглядишь таким грустным. Не волнуйся, я здесь». Евгения внимательно наблюдала за дочерью. Эмма всегда по-особому относилась к животным, но эта собака выглядела особенно грубой. «Эмма, будь осторожна, он может испугаться», — сказала она. Девочка кивнула, но ее внимание по-прежнему было сосредоточено на собаке. Она заметила неподалеку продавца, который, судя по всему, был хозяином. Мужчина был занят с покупателями. На собаку он не обращал внимания. Эмма встала и подошла к нему. «Простите, сэр, это ваша собака». Продавец бросил на нее короткий взгляд. Затем он кивнул и сказал, что собака не годится. Он никому не нужен. Он просто занимает место. Сердце Эммы сжалось. «Можно я его поглажу?» — спросила она. Мужчина пожал плечами. Эмма вернулась к собаке и осторожно протянула руку, чтобы погладить ее. К ее удивлению, пес не отстранился. Наоборот, он склонился к ее прикосновению. Его хвост слабо вильнул. Эмма улыбнулась. Она поняла, что между ними завязалась связь. В течение следующих нескольких недель Эмма и ее родители регулярно посещали рынок. Каждый раз она проводила время с собакой. Она назвала его Зевсом, и с каждым визитом их связь становилась все крепче. Зевс, казалось, узнавал Эмму, его глаза загорались всякий раз, когда он видел ее. Ее родители заметили растущую привязанность и начали обсуждать возможность взять собаку домой. Они знали, что это будет нелегко. Зевс нуждался в медицинской помощи и большом уходе, но они не могли игнорировать непоколебимую решимость Эммы помочь ему. Наконец, после долгих обсуждений, они обратились к продавцу с предложением забрать Зевса домой. Мужчина, похоже, был не прочь избавиться от бесполезного, по его мнению, пса, и с готовностью согласился. Сердце Эммы забилось. Она осторожно сняла с Зевса цепь и повела его к машине. «Ты поедешь с нами домой», — прошептала она. Пока они ехали домой, Эмма сидела рядом с собакой. Он положил голову ей на колени. Эмма спасла с рынка нелюбимую собаку, но она еще не знала, что Зевс вскоре покажет, насколько необычной может быть их связь. Возвращение собаки домой стало для Эммы и ее семьи лишь началом нового пути. Радость от спасения собаки переполняла их сердца, но вскоре они осознали, какие трудности ждут их впереди. Зевс с его свалявшейся шерстью и заметными ребрами прожил тяжелую жизнь, и это проявилось в его поведении. Поначалу он был пуглив и настороженно относился к новому окружению. Он вздрагивал от резких движений и громких звуков и трусил, когда взрослые пытались его погладить. Эмма проводила с ним все возможные минуты. Она сидела рядом с ним, читала книги или просто рассказывала о своем дне. Ее крошечный размер, казалось, успокаивал его. Постепенно пес начал проявлять признаки доверия. Он прижимался к ее руке, когда она гладила его, и начал ходить за ней по дому.
Но его поведение по-прежнему оставалось непредсказуемым, поэтому семья решила обратиться за профессиональной помощью. Они обратились к местному специалисту по поведению животных, доктору Луизи Тейлор, которая имела опыт работы с травмированными собаками. Доктор Тейлор посетила их дом и провела время, наблюдая за поведением Зевса. «Эта собака прошла через многое», — объяснила она. «Его непредсказуемое поведение — результат пережитой травмы. Ему нужна структура, терпение и последовательная дрессировка, чтобы помочь ему чувствовать себя в безопасности». Она предложила им план дрессировки, в котором особое внимание уделялось положительному подкреплению и постепенному приобщению к новому опыту. Обучение шло медленно и требовало много терпения. Бывали дни, когда Зевс демонстрировал прогресс и хорошо реагировал на команды. Он даже иногда играл с Эммой в мяч, но случались и неудачи. Зевс иногда рычал или огрызался, если чувствовал, что его загоняют в угол или угрожают, но он никогда не проявлял агрессии по отношению к маленькой девочке. Однажды, играя во дворе, он подошел к Эмме с мячом во рту. Его хвост вилял, как пропеллер. Это был первый раз, когда он предложил поиграть, и сердце Эммы забилось от радости. Она бросила мяч, и Зевс побежал за ним, радостно лая. Евгения и Джон наблюдали за происходящим с крыльца. Путь к реабилитации собаки был далек от завершения, но непоколебимая приверженность семьи начала приносить свои плоды. Недели сменялись месяцами, поведение Зевса неуклонно улучшалось. Терпение и непоколебимая любовь Эммы начали залечивать раны его прошлого. Однажды солнечным днем она играла во дворе. Зевс радостно бегал за мячом. Евгения и Джон попивали чай со льдом на крыльце и чувствовали себя в целом довольными, осознавая, как далеко продвинулась их собака. Внезапно громкий шум нарушил мирный полдень. Соседская кошка была напугана выстрелом автомобиля. Она бросилась через двор и привела Зевса в бешенство. С диким лаем он бросился за кошкой. Эмма попыталась остановить Зевса. Она побежала за ним. Ее маленькая ножка с трудом поспевала за ним. В этом хаосе она не заметила приближающуюся машину, мчавшуюся по улице. Сердца Евгении и Джона заколотились, когда они увидели, как Эмма гонится за Зевсом. Они закричали, но их голоса были заглушены ревом машины и лаем собаки. В тот же миг защитные инстинкты Зевса включились. Он почувствовал опасность раньше Эммы. Когда машина приблизилась на опасное расстояние, он мгновенно развернулся и помчался к девушке. Мощным рывком он сбил ее с пути машины. Машина с визгом остановилась, лицо водителя побледнело от шока. Евгения и Джон бросились к Эмме. Она была ошеломлена, но невредима, и прижалась к Зевсу, который стоял над ней, защищая. Он нежно прижался к ней и лизнул ее лицо, словно заверяя, что она в безопасности. С этого дня Зевс занял прочное место в семье. Его мужественный поступок изменил отношение к нему Евгении и Джона. Он больше не был просто собакой-спасателем с непростым прошлым. Он был верным защитником и любимым членом их семьи, готовым пойти на все, чтобы обеспечить их безопасность. Однажды во время прогулки Зевс внезапно замер и зарычал. Эмма подняла голову и увидела приближающегося мужчину. Это был тот самый продавец с рынка, который держал Зевса на цепи и не обращал на него внимания. Глаза мужчины сузились, когда он узнал собаку. «Так вот, где ты оказался». Он усмехнулся. Эмма крепче сжала поводок Зевса. Она чувствовала его напряжение и знала, что должна сохранять спокойствие. «Зевс теперь моя собака», — твердо сказала она, «и вы не можете забрать его обратно». Мужчина насмешливо ответил, что это прежде всего его собака, и она не имеет права забирать ее. Эмма стояла на своем. «Вы не заботились о нем. Он заслуживал лучшего».
Мужчина сделал еще один шаг. Зевс зарычал еще свирепее и встал перед Эммой, защищая ее. Мужчина угрожал девушке властями. Он даже обвинил ее в краже его собаки. Мысли Эммы неслись вскачь. Она знала, что мужчина не имеет никаких прав на Зевса, но это противостояние нервировало ее. «Продолжайте», — ответила она. «У нас есть доказательства того, как вы с ним обращались. Вы не получите его обратно». Мужчина бросил на нее взгляд, затем повернулся и пошел прочь, бормоча себе под нос. Эмма выпустила дрожащий вздох и опустилась на колени рядом с Зевсом. Она крепко обняла его и сказала: «Все хорошо. Он больше никогда тебя не обидит». Этот случай потряс Эмму, но в то же время укрепил ее решимость. Она знала, что должна быть бдительной и защищать Зевса от тех, кто может попытаться его забрать. Она обсудила случившееся с родителями. Они заверили ее, что поддержат ее и обеспечат безопасность Зевса. В одну из солнечных суббот местная община организовала ярмарку домашних животных и выставку собак. Семья Эммы решила принять в ней участие. Это была возможность продемонстрировать успехи Зевса и провести день вместе. Когда они приехали, на ярмарке царила оживленная атмосфера. Вдоль парка выстроились киоски. В них предлагались товары для животных, лакомства и информация об уходе за ними. Воздух был наполнен возбужденным лаем и смехом. Собаки всех форм и размеров общались со своими хозяевами. Эмма была рада принять участие в этом мероприятии и с нетерпением ждала, как Зевс поведет себя в новой обстановке. Прогуливаясь по ярмарке, они прошли мимо стенда, рекламирующего демонстрацию трекинга и аджилити. Глаза Эммы загорелись. «Можно мы попробуем, мамочка?» — спросила она, с надеждой глядя на маму. Евгения улыбнулась и кивнула. Они подошли к стенду, и их встретил приветливый инструктор. Он спросил, не хотят ли они проверить, нет ли у их собаки скрытых талантов. Эмма с энтузиазмом кивнула. Инструктор провел их на поле для аджилити. Она была оборудована туннелями, прыжками и жердями. «Давайте начнем с базовых упражнений и посмотрим, как Зевс справится», — предложил он. Эмма повела собаку к стартовой линии. Ее сердце колотилось от волнения. Она никогда раньше не пробовала заниматься аджилити с Зевсом, но у нее было предчувствие, что он может всех удивить. Она прошептала ему на ухо и спросила, готов ли он. Зевс навострил уши и нетерпеливо завилял хвостом. Как только Эмма дала сигнал, он взлетел. Он преодолевал трассу с удивительной ловкостью. Зевс взлетал над трамплинами, пробирался через столбы и мчался по туннелям со скоростью и точностью, которые приводили всех в трепет. Толпа с изумлением наблюдала, как он преодолевает дистанцию за рекордное время. Эмма светилась от гордости. Она всегда знала, что ее собака особенная, но увидеть, как она преуспевает в аджилити, было выше ее самых смелых мечтаний. Весть о скрытом таланте Зевса быстро распространилась по ярмарке. Люди, которые раньше считали его просто собакой из службы спасения, теперь увидели в нем звезду. Семья Эмили получила множество предложений от дрессировщиков и клубов аджилити. Все стремились помочь Зевсу раскрыть свой потенциал. Открытие его таланта открыло новые возможности для Эммы и ее любимой собаки. Они начали тренироваться в местном клубе аджилити. Прогресс Зевса был поразительным. Он быстро стал любимцем тренеров. Но вскоре восторг от вновь обретенного таланта Зевса к аджилити был омрачен тревожным событием. Предыдущий владелец, видя успехи Зевса, воспрянул духом и начал усиливать свои угрозы. Он стал появляться в парке во время тренировок. Он кричал, что Зевс принадлежит ему и что он вернет его обратно любыми способами. Родители Эммы все больше беспокоились за безопасность своей дочери и благополучие Зевса. Они решили, что настало время обратиться в суд
чтобы навсегда закрепить за собакой ее место в их семье. Они обратились к адвокату, который специализировался на делах, связанных с защитой прав животных. Во время первичной консультации адвокат, госпожа Паттерсон, внимательно выслушала их историю. «У вас сильное дело», — сказала она. «Главное — собрать как можно больше доказательств того, что Зевс ранее подвергался жестокому обращению, и показать, что под вашим присмотром он чувствует себя хорошо». Евгения и Джон начали собирать все возможные доказательства. Они сделали подробные фотографии состояния Зевса, когда только спасли его, включая его свалявшуюся шерсть, выступающие ребра и грустные глаза. Они также собрали ветеринарные документы, свидетельствующие об улучшении его здоровья, и отзывы соседей, друзей и дрессировщиков, которые стали свидетелями преображения Зевса. Эмма тоже была полна решимости помочь. Она написала проникновенное письмо, в котором описала свою связь с Зевсом и те положительные изменения, которые она в нем увидела. «Зевс – мой лучший друг», – написала она. «Он спас мне жизнь, и я люблю его. Пожалуйста, не позволяйте никому забрать его». Юридический процесс был пугающим, и судебное разбирательство приближалось. К их стрессу добавлялось то, что стремительно приближались местные соревнования по аджилити. Это было важное мероприятие, где Зевс мог продемонстрировать свой талант и показать, насколько хорошо он приспособился к новой жизни. Несмотря на напряжение, Эмма и Зевс продолжали тренировки. Сердце Эммы колотилось каждый раз, когда она видела предыдущего владельца, скрывающегося поблизости, но она черпала силы в своей любви к Зевсу и решимости обеспечить его безопасность. В день соревнований воздух был наполнен электричеством. Десятки собак и их хозяев собрались, чтобы принять участие в различных соревнованиях. Ожидая своей очереди, Эмма заметила, что прежний владелец стоит в стороне и смотрит на них. Она сделала глубокий вдох и сосредоточилась на Зевсе. «У нас все получится», — прошептала она, как мы и тренировались. Когда диктор назвал их имена, Эмма и Зевс вышли на трассу. Толпа затихла, наблюдая за ними. Эмма дала сигнал, и он взлетел. Зевс взлетал над трамплинами, проносился через столбы и мчался по туннелям с грацией, от которой у всех перехватывало дыхание. Когда они пересекли финишную черту, толпа разразилась аплодисментами. Эмма сияла от гордости, а Зевс возбужденно вилял хвостом. Судьи конкурса были впечатлены. Один из них был известным дрессировщиком собак. «Вы с Зевсом невероятная команда», — сказал он Эмме. «Он замечательный пес, и вы проделали с ним фантастическую работу». Затем наступил день слушания. Эмма крепко сжимала поводок Зевса. Предыдущий владелец был на месте, хмурился и что-то бормотал себе под нос. Мисс Паттерсон уверенно представила их дело. Она подчеркнула успехи Зевса и заботу о нем семьи Эммы. Судья внимательно слушал. Он просмотрел фотографии, записи ветеринаров и свидетельства. Письмо Эммы было зачитано вслух, и у многих в зале суда на глаза навернулись слезы. Наконец судья обратился к предыдущему владельцу. «Улики ясно показывают, что Зевс подвергался пренебрежению и жестокому обращению под вашим присмотром. Он процветает в новой семье, и в его интересах остаться с ними». Предыдущий владелец протестовал, но судья был непреклонен. «Ваши действия показали, что вы не в состоянии заботиться об этой собаке. Суд выносит решение в пользу семьи Эммы. Зевс останется с ними навсегда». Решение суда стало значительной победой для Эммы и ее семьи, но на этом история не закончилась. После слушаний судья распорядился провести расследование в отношении предыдущего владельца Зевса. Результаты этого расследования потрясли всех и укрепили поддержку Эммы и Зевса со стороны общества. Выяснилось, что у мужчины был опыт жестокого обращения с животными.
Несколько животных пострадали под его опекой. Свидетели рассказали о его жестоком поведении, а местные новости подхватили эту историю. Она быстро распространилась и вызвала возмущение. Откровения о прошлом Зевса всколыхнули общество. Соседи, друзья и даже незнакомые люди сплотились вокруг семьи Эммы, пообещав им сделать все, чтобы бывший хозяин Зевса больше никогда не имел возможности плохо обращаться с животными. История Эммы и Зевса оставила после себя наследие любви и сострадания, которое будет вдохновлять будущее поколение жителей города, и никто не мог быть более счастлив от такого исхода. А у вас есть история о спасенной собаке, которая принесла невероятную радость в новый дом. Мы будем рады услышать ее. Расскажите нам об этом в комментариях ниже. А пока что мы уходим. Увидимся в следующем видео.